Всем привет! В прошлом ролике я сделал надежное основание под генератор. Залил бетонную стяжку с гидроизоляцией. Если интересно, ссылка вверху. В этом видео измерим уровень шума от генератора, когда он находится внутри мини-домика и снаружи, а также посмотрим, что из этого получилось. Итак, вкратце, обо всем по порядку. Зима и непогода пришла неожиданно, а вместе с ней и перебои с электроэнергией. Когда-то давно сделал вот такой домик из обрезков, которые были в наличии под размеры генератора. Изготовление несложное. Каркас здесь из деревянных брусков около 4-5 см. Между брусками для дополнительной шумоизоляции уложил минеральную вату. Далее внутри и снаружи по брускам прибил плиты OSB. Снаружи по плитам для декора и защиты от дождя прикрутил панели. Крыша из остатков профлиста от забора. Кое-что пришлось докупить, например, конек на крышу. Сделал импровизированный дымоход и установил колпак, чтобы не попадал внутрь дождь. Дымоход будет служить для удаления газов из выхлопной трубы генератора. Для подачи кислорода служит обычный вентилятор, который я установил в задней стенке. Он будет принудительно подавать воздух внутрь, тем самым дополнительно проветривать пространство возле генератора и его охлаждать. Генератор подключил к гибким обрезиненным кабелям марки КГ. Генератор по мощности до 9 кВт, как заявляет производитель, хотя я и сомневаюсь в этом, но взял кабель, рассчитанный на 32 ампера, сечением 3 на 6 мм квадратных. Кабель взял с запасом, чтобы эксплуатация генератора была возможна как внутри, так и снаружи мини-генераторной. Внутри установил небольшой щит, где запитал вентилятор с возможностью его отключения, а также скоммутировал приходящий в дом кабель резервного питания. Вентилятор можно отключить автоматом, если он не нужен, например, при работе генератора на улице. Все готово. Запускаем. Топливо. Воздух. Пуск. Переходим к измерениям шума. Измеряю на расстоянии 5 метров от генератора. При такой погоде и слабом ветре, без запуска двигателя, показатель шума около 30 дБ. Запускаю двигатель с открытыми дверьми генераторной. Значение шума выросло до 82 дБ. При закрытых дверях генераторной 66 дБ. Разница слышна без измерений. Снова открыл двери. Закрываю двери. Разница слышна без измерений.
Повторяю измерение на расстоянии 2 метров от генератора. Значения немного подросли. При закрытых дверях 70 дБ, при открытых 88 дБ. На расстоянии 5 метров значение шума соизмеримо с значением при работе газонокосилки или двигателя автомобиля. Если отойти на 35 метров за дом, генератор становится не сильно слышно, а шум всего лишь 39 дБ. В доме слегка слышен глухой звук, а шума почти нет. Результат получился, как на улице с выключенным генератором. Около 30 дБ. Теперь самое время посмотреть, как работает внутри генератор. При температуре на улице минус 2 градуса, внутри за 20 минут температура поднялась до 40 градусов и продолжает расти. Включаю дополнительный вентилятор для охлаждения. Все потому, что у генератора, как и любого двигателя внутреннего сгорания, довольно-таки большое тепловыделение. Я установил вентилятор от холодильника диаметром около 30 сантиметров. У него не сильно большие обороты, а значит, возможно, его будет недостаточно для работы генератора с закрытыми дверьми, особенно летом. Хоть я и не использовал специальное оборудование для измерения шума, но очевидно, что убрать полностью звук генератора не получится, используя шумоизоляцию такого типа, как в ролике. У меня стояла задача снизить шум. И эта задача выполнена. Шум снижен с 82 дБ до 67 дБ на расстоянии 5 метров. Это не сильно большая разница, но она хорошо заметна. Нужно понимать, что звук проходит через отверстие для вентиляции и вывода выхлопных газов. Если необходимо обеспечить большую шумоизоляцию генератора, нужен иной подход. А именно использовать специальные помещения с более толстыми кирпичными стенами или подземные сооружения. Но в любом случае из материалов, имеющих большую звукоизоляцию. А также использовать глушитель для выхлопных газов. Кроме того, уделить внимание охлаждению и пожаробезопасности, так как при повышенных температурах ресурс генератора снижается. На этом на сегодня все. До новых встреч! И всем недорогих, надежных источников электроэнергии. Пока!